했어? 잘했어, 잘했어. 심각한 거죠. 뭐. 자, 둘, 셋, 박! 자, 안녕하세요. 반갑습니다. Все думали, что это просто очередное празднование дня рождения BTS, пока Чингук не преподнес свой подарок, и реакция Тэйона навсегда изменила все. Сначала все выглядело как обычное празднование дня рождения BTS. Участники собрались с теплыми улыбками, тихий смех наполнял комнату, а Тэйон сидел в центре, немного стеснительный, но явно счастливый. Свечи мерцали на торте. Камеры запечатлели каждый ракурс, и ARMY по всему миру за считанные секунды заполонили социальные сети поздравительными сообщениями. Один за другим участники делились своими пожеланиями. Намджун говорил спокойно, его слова были вдумчивыми и искренними. Джин поддразнивал Тэйона, заставляя всех смеяться. Чимин обнял его немного дольше обычного. Энергия Хосака озаряла комнату. Юнги говорил коротко, но содержательно. Все казалось знакомым, безопасным, предсказуемым, пока Чингук не встал. Атмосфера изменилась не резко, но заметно. Даже Тэйон, казалось, почувствовал это, его улыбка смягчилась, когда он поднял взгляд. Чингук не шутил. Он не сразу улыбнулся. Вместо этого он тихо вздохнул, держа в руках маленькую коробочку. «Это не просто подарок», — тихо сказал Чингук. В комнате воцарилась тишина. Камеры приблизили изображение. ARMY прильнули к экранам. Когда Тэйон открыл коробку, его лицо застыло. Внутри не было ничего дорогого. Это не было чем-то броским. Это было что-то очень личное. Что-то, что мог подарить только Чингук. Что-то, связанное с воспоминаниями, которые никто другой в этой комнате до конца не понимал. Тэйон моргнул один раз, потом два, и вдруг его глаза заблестели. Он попытался отшутиться, но голос дрогнул. Чингук сразу это заметил, не задумываясь подошел ближе, его рука замерла, словно он не знал, стоит ли протягивать ее. «Я не знал, что ты это хранишь», – прошептал Тэйон. Чингук тихо ответил: «Я всегда хранил». Участники обменялись взглядами. Это не было постановочным. Это не было запланировано. Это было по-настоящему. Тэйон на мгновение отвернулся, сжав губы, когда его захлестнули эмоции. Подняв глаза, он улыбнулся. Но теперь его улыбка была другой, мягче, уязвимее. ARMY позже пересматривали этот момент сотни тысяч раз. То, как Чингук смотрел на него. То, как Тэйон держал подарок, словно тот мог разбиться. Тишина, которая говорила больше, чем любые слова. Этот день рождения был не просто праздником. Это было напоминание. Празднование продолжалось, но что-то изменилось. Смех вернулся. На заднем плане тихо играла музыка, и съемочная группа дала понять, что съемки заканчиваются. На первый взгляд, все снова выглядело нормально. Но те, кто внимательно следил за происходящим, чувствовали едва уловимое напряжение, невысказанную тяжесть, витающую в воздухе. Тэйон все еще держал подарок Чингука. Он не выпускал его из рук. Даже когда остальные болтали, большой палец Тэйона снова и снова скользил по краю коробки, словно пытаясь заземлиться. Чингук заметил это. Он всегда это замечал. Из другого конца комнаты его взгляд следил за каждым движением, каждым вздохом Тэйона. Когда камеры наконец выключились, в комнате воцарился вздох. «Щон, ты в порядке?» – мягко спросил Чимин. Тэйон кивнул, улыбаясь. «Да, я в порядке». Но Чингук узнал эту улыбку. Это была та самая улыбка, которую Тэйон использовал, когда был перегружен эмоциями, но не хотел никого волновать. Пока участники медленно расходились, одни направлялись переодеваться, другие шутили на прощание, Тэйон остался. Чингук немного помедлил, а затем тихо последовал за ним. В комнате стало спокойнее. Ни света, ни камер, только они. Тэйон заговорил первым. «Я этого не ожидал», — сказал он тихим голосом.
Чингук почесал затылок. Я не был уверен, стоит ли дарить тебе это сегодня. Почему сегодня? Спросил Тэйон, наконец повернувшись к нему лицом. Чингук встретился с ним взглядом, и на мгновение ни один из них не произнес ни слова. «Потому что сегодня твой день рождения», — сказал Чингук. «И потому что я не хотел, чтобы прошел еще 1 год, а ты не знала, как много это для меня значило». Тэйон тяжело сглотнул. «Это воспоминание», — тихо сказал он. «Я думал, ты забыл». Чингук тут же покачал головой. «Я никогда ничего о тебе не забываю». Слова повисли между ними, откровенные, честные, опасные. Тэйон тихо рассмеялся, но его глаза засияли. «Ты несправедлив. Ты же знаешь». Затем Чингук улыбнулся, тихо и искренне. «Это ты продолжаешь притворяться, что ничего не имеет значения». Вернулась тишина, но на этот раз она не была тяжелой. Она была знакомой, комфортной, той самой тишиной, которая создавалась годами совместных выступлений, ночных разговоров и моментов, которые никто другой никогда не видел. Тэйон наконец закрыл коробку и прижал ее к груди. «Спасибо», — сказал он. «Правда». Чингук кивнул, отступая назад, словно боясь переступить черту, к которой он уже слишком приблизился. Но прежде чем он успел отвернуться, Тэйон протянул руку и схватил его за рукав. Чингук замер. «Остаться», — тихо сказал Тэйон. И в той тихой комнате, когда свечи на торте уже давно погасли, они оба поняли, что что-то изменилось. Не громко, не драматично, но навсегда. Потому что некоторые подарки не просто отмечают день рождения. Они возобновляют историю, которая никогда по-настоящему не была закончена. Чингук не отстранился. На мгновение он просто стоял. Пальцы Тэйона все еще обвивали его рукав, легко, но целенаправленно. Такое прикосновение, которое ничего не требовало, но говорило все. «Я остаюсь», — тихо сказал Чингук. Тэйон ослабил хватку, почти смущенный, но Чингук занял свободное место рядом с ним. В любом случае, расстояние между ними было небольшим, меньше, чем за весь вечер. За дверью комнаты по коридору разносились тихие звуки персонала и участников группы. Внутри время, казалось, замедлилось. «Знаешь», — начал Тэйон, глядя в пол. «Дни рождения заставляют тебя думать о вещах, о которых обычно стараешься не думать». Чингук взглянул на него. «Например, о чем?» «Как быстро все происходит», — сказал Тэйон. «И как некоторые моменты исчезают, прежде чем ты понимаешь, что они имели значение». Чингук кивнул. Он слишком хорошо понимал. «Поэтому я и сохранил это», — сказал Чингук после паузы. «Тот день — это воспоминание, я боялся, что если отпущу его, то потеряю что-то важное». Тэйон наконец поднял на него взгляд. «Ты не потерял», — сказал он. «Ты оберегал его». Их взгляды встретились и задержались. Это не было драматично. Не было внезапного признания. Не было грандиозного жеста, просто 2 человека, которых связывало слишком много общего, чтобы притворяться, что это ничего не значит. Тэйон улыбнулся, слабо, но искренне. «Думаю, я тоже боялся», — признался он, боялся, что если я расскажу об этом, то что-то изменю. Чингук медленно выдохнул. «Может быть, это уже изменилось. Мы просто не заметили». Снова воцарилась тишина, но на этот раз она была легче, словно не отредактированная. Из коридора раздался голос. «Эй, вы 2 идете?» Тэйон тихо рассмеялся, и этот звук разрядил обстановку. «Нам пора идти». Чингук встал первым, но потом замешкался. «Тэйон, да, я рад, что подарил тебе этот подарок». Тэйон крепче сжал коробку. «Я тоже». Они вышли вместе, почти касаясь друг друга плечами. Для любого наблюдателя это выглядело бы обычным делом. Просто 2 участника возвращаются в группу. Но Эйар и Муай позже заметят кое-что другое на фотографиях с того вечера.
То, как Тэйон стал улыбаться свободнее. То, как Чингук держался чуть ближе. То, как их взгляды, казалось, нашли друг друга без всяких усилий. Ничего не было подтверждено. Ничего не было объявлено. И все же что-то безошибочно изменилось. Потому что иногда самые важные моменты – это не те, что запечатлены на камеру. Это те, которые тихо ощущаются в ночь дня рождения и меняют все. На следующее утро мир все еще гудел. Телеведущие упомянули признание Чингука, и социальные сети не переставали показывать этот отрывок. Но внутри круга BTS царила странная тишина. В тот день Чингук держался в стороне от внимания публики. Он не выходил в интернет. Ничего не публиковал. Он просто оставался в своей студии, окруженный инструментами, погруженный в размышления. Те, кто его видел, говорили, что он выглядел умиротворенным, словно наконец отпустил то, что слишком долго носил в себе. Годами его эмоции были погребены под слоями профессионализма, славы и давления. Но теперь он заговорил. Мир услышал. Тем временем Тэйон публично хранил молчание. Но фанаты заметили нечто тонкое. Во время прямой трансляции 2 дня спустя одна из фанаток прокомментировала: «Вы видели интервью Чингука?» Тэйон улыбнулся той медленной, мягкой улыбкой, которая всегда хранила в себе тысячи невысказанных слов, и тихо сказал: «Видел. Я горжусь им». Всего 5 слов. Но эти 5 слов исцелили миллионы. Это не было драматично. Это не было спланировано. Это было искренне. Связь между ними не нуждалась в громких объяснениях. Она была тихой, сильной и настоящей. Несколько дней спустя источник, близкий группе, сообщил, что признание Чингука не было прописано в сценарии. Интервью должно было быть посвящено его сольному музыкальному пути и творческому росту. Но когда зашла речь о вдохновении, что-то внутри него изменилось. Журналист спросил: «Кто больше всего вдохновлял вас все эти годы?» В этот момент Чингук замолчал. Камеры продолжали снимать, но ему было все равно. Он думал о ночах в крошечных общежитиях, о смехе, который помогал им преодолевать усталость. О том, как Тэйон тихонько навещал его после долгих репетиций. Именно тогда он все сказал. Это был не рекламный трюк. Это был момент истины. Тот, который нельзя сфабриковать. Тот, который напоминает миру, что даже суперзвезды – люди. После съемок сотрудники студии рассказали, что Чингук несколько минут молчал, просто глубоко дыша. Один из них протянул ему воды. Он мягко улыбнулся и сказал: «Я давно хотел это сказать». Эйяр и Муай известны своей страстью, но этот момент объединил их как никогда раньше. По всему миру фанаты начали писать письма, создавать рисунки и публиковать сообщения, воспевая искренность Чингука. Хэштеги решетка #YeLoveYouAndKak и решетка TaekaAkForever были в тренде несколько дней. Некоторые фанаты поделились тем, как слова Чингука придали им смелости рассказать о своих чувствах, о дружбе, любви и уязвимости. Другие просто плакали, говоря, что ждали годами, чтобы услышать что-то настолько искреннее. Одна фанатка написала: «Он не просто признался в любви к Тэйону. Он признался в том, что он человек, что ему нужен кто-то, что любовь не требует объяснений». Фандом понял, что это не слухи или фанатские теории. Речь шла о правде, верности и глубокой, непоколебимой связи, которая объединяет BTS. И, возможно, именно поэтому это так сильно тронуло. Чингук говорил не только от своего имени. Он говорил от имени всех, кто когда-либо любил кого-то молча. Неделю спустя BTS посетили Скром. Именно тогда фанаты поняли истинный смысл всего этого. Это означало не просто, что Чингук раскрыл секрет. Это означало, что он наконец-то позволил своей правде выйти наружу. Он показал миру, что честность, особенно эмоциональная честность, это не слабость. Это сила. А молчаливая поддержка Тэйона, его тихая улыбка были доказательством их нерушимой связи.
Такой, которая не нуждается в постоянном подтверждении, потому что она уже написана в каждом их взгляде, каждой шутке, каждой минуте, прожитой вместе. Их история не была ни признанием, ни драмой. Речь шла о взаимосвязи, о том, что иногда слова не предназначены для того, чтобы шокировать, а для того, чтобы исцелять. Спустя несколько месяцев Чингук выпустил новую песню. Она была нежной, эмоциональной и искренней. Фанаты сразу же уловили тонкие отсылки. В тексте говорилось о друге, который стал для них как дом, и о голосе, который заглушает бурю.